Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. В этом видео я особенно буду приветствовать львов. Это будет прогноз на июнь именно для них. Итак, уважаемые львы и все, кому наши львы не безразличны, устраивайтесь, пожалуйста, поудобнее. Мы посмотрим, что же ждет вас в июне. Рассмотрим общую атмосферу июня, сферу работы, финансов, личной жизни и совет предостережения. Будет одна общая позиция для всех львов. Выбирать ничего не нужно, поэтому устраивайтесь, пожалуйста, поудобнее. Давайте, начиная с общей атмосферы грядущего месяца, наступившего уже месяца, мы посмотрим, что же готовит июнь львам. Что же готовит июнь, каким он будет? Важную, значимую роль в июне для вас, львы, будут играть друзья. Друзья помогут вам преодолеть трудности, которые встанут на пути. Мы сейчас посмотрим подробнее, что это будут за трудности. Но друзья на самом деле для вас в июне очень значимы, потому что, во-первых, преодоление преград, препятствий, испытаний в июне для вас неизбежно. Это нужно вам для того, чтобы двигаться вперед. Это может быть связано с поездками, с переездами, с непосредственно прогрессом, с таким, знаете, вот движением вперед, которое связано с достижением цели. И вот на пути к достижению цели будут встречаться, знаете, такие не мелкие какие-то неурядицы, а прям серьезные вопросы будут вставать перед вами, и вам придется их как-то решать, разруливать. Так вот, друзья, подруги, это те люди, на которых вы сможете положиться. И благодаря им вы все, безусловно, преодолеете в самом лучшем виде, в самом лучшем ключе и формате. Действительно, вы достигнете намеченной цели. Но само достижение поставленной цели скорее будет несколько позже, чем в июне. Несколько более отдаленный период, это может быть июль или август. Тем не менее, вы на верном пути. И все события июньские, они будут направлены как раз-таки на реализацию задуманного и желаемого. Вы идете верным путем. Что в работе у львов? Давайте посмотрим. В сфере работы. Ну, у кого-то здесь прям отпуск. Кто-то здесь прям отдыхает. Те, кто не отдыхают, наслаждаются работой, живут в свое удовольствие, но, скорее всего, вот эти трудности, которые показала нам общая атмосфера, они и будут у вас в сфере трудовой деятельности, потому что десятка жезлов – это как необходимость преодолеть определенный рубеж. Да, здесь будет сложно, да, здесь будет непросто, но у страха глаза велики, бояться здесь не нужно. На самом деле, друзья, это те люди, которые могут вам сейчас оказать поддержку и содействие. Тем не менее, я не могу сказать, что ситуация в работе для вас будет плачевной. Солнышко говорит о том, что все хорошо. Для большинства здесь действительно отыграется отпуск, и в тот момент, пока вы будете в отпуске, здесь могут какие-то дела немножечко выйти из-под контроля. Для кого-то это будет, знаете, вот занятие любимым делом, но при вот этом занятии любимым делом нужно будет успевать и решать появляющиеся, назревшие, возникшие вот эти вот трудности и проблемы. Но вы их, повторюсь, решите. Что касается финансов, давайте посмотрим, что в сфере финансов у львов. А все стабильно, все замечательно. Очень стабильно. Могут тратиться суммы, такие приличные суммы, на поездки, на переезды. Но, тем не менее, это ни в коем случае не образует дыру в вашем бюджете. У вас стабильный доход, у вас стабильный заработок. Вам хватает на все свои потребности такие первостепенные. Более того, вам хватает на все, ну, давайте скажем, излишества, на все, что вы хотели бы пожелать, на все, что вы хотели бы получить, вы, безусловно, это будете реализовывать. Более того, здесь, знаете, здесь у большинства как семейный бизнес, либо же вы работаете в связке с людьми, которые помогают вам зарабатывать. И, собственно, заработок у вас в июне будет весьма завидный. Но, повторюсь, много
денег, много финансов будет уходить на то, чтобы реализовать какие-то свои цели и планы. Это поездки, путешествия, переезды, это какие-то семейные дела, вопросы, возможно, праздники. Но это все в положительном ключе. Что касается личной жизни. Что в личной жизни у львов в июне? Как-то все непросто. Как-то все не очень просто. Смотрите, для тех, кто свободен, для тех, кто ждет новое знакомство, здесь возможен новый роман. Здесь либо новый человек появится в вашей жизни, либо сблизитесь вы с тем, кто есть в вашем окружении, но это будет что-то такое легкое, что-то такое пока не совсем структурное. Да, романтика, да, гармония, но здесь нет пока некой такой вот серьезности. И от того, что в прошлом были сделаны какие-то ошибки, страшно двигаться вперед в таком, знаете, в быстром темпе. Хочется как-то немножко повременить, хочется насладиться конфетно-букетным периодом. Для тех, кто в отношениях, здесь довольно-таки непростая пора будет, но непростая пора, она увенчается гармонией. Во-первых, здесь актуальны вопросы флирта какого-то, да, рыцарь кубков это вообще такой персонаж, который любит раздавать свои улыбки и комплименты направо и налево. И актуален будет вопрос соперничества. Вот это вот соперничество, когда ваше внимание старается завоевать какой-то сторонний человек, либо внимание вашего партнера старается завоевать какой-то сторонний человек, это будет приводить к некому такому противостоянию и к моментам, когда вы действительно переживаете. Но, тем не менее, это все не несет какой-то смысловой нагрузки. Все равно все придет к балансу, все равно, знаете, вот перевернете страничку, перешагнете страничку и пойдете дальше. Какой-то, вот знаете, какой-то стабильности я особо не вижу. Здесь все сводится к тому, что вот эти небольшие трудности, вот эти вот какие-то препятствия в отношениях, они создают такую атмосферу, когда не совсем все понятно, когда много друг к другу вопросов. Тем не менее, все в ваших руках. И если вы захотите повернуть, направить ваши отношения в то или иное русло, у вас это, безусловно, получится. Важно понимать, куда вы хотите идти. Грубо говоря, как яхту назовете, так она и поплывет. Куда вы захотите ваши отношения направить, туда они, собственно, и пойдут. Что касается совета, к чему стремиться вам, уважаемые львы, в июне? К чему стремиться? К мудрости. В первую очередь не стоит делать каких-то поспешных выводов, решений. Больше стоит наблюдать, больше стоит получать информацию и на основе этой информации делать некие неспешные выводы. Да, мудрость – это ваше основное оружие. И вы знаете, двойка мечей – это символ некой такой закрытости. Когда у вас в голове родилась какая-то мысль, либо пришла вам какая-то информация, не спешите ее транслировать, не спешите ее тут же оглашать, разглашать, скандировать и так далее. Переварите. Переварите, поймите, куда вы хотите направляться. И да, хитрость, мудрость – это те оружия, те инструменты, которые в июне вам пригодятся. Здесь можно для достижения каких-то своих целей, для благих намерений немножко, знаете, где-то что-то утаить, а где-то, может быть, даже и слукавить. Но здесь торопиться ни в коем случае не надо. И все это скорее касается союза. Десятка кубков, но здесь любой союз может иметься в виду. И тот союз, который у нас актуален в работе, и тот союз, который актуален в личной жизни, в личных отношениях. Что касается предостережений, чего стоит остерегаться львам в июне? Так, ну здесь опять же все вопросы, связанные с союзом, стоит решать осмотрительно. И посмотрите, да, принцесса кубков – это то, о чем мы с вами говорили в сфере личной жизни. Во-первых, здесь актуальны действительно какие-то новые знакомства и внимание от сторонних людей, когда захочется флиртовать, стрелять глазами, как-то, знаете, улыбаться. Вот с этими действиями стоит быть осторожнее. Также для тех, кто в отношениях, здесь действительно актуально
присутствие третьих лиц, которые захотят перетянуть либо ваше внимание на себя, либо внимание вашего партнера. И здесь вот в этих сближениях, да, с новыми знакомыми, с теми, которые могут образовать вам треугольник, все это общение стоит развивать очень и очень аккуратно. В целом, посмотрите, рыцарь жезлов, июнь для вас, уважаемые львы, это месяц движения вперед. Поездки, переезды, движение к намеченным целям, карьерный рост, дальнейший карьерный рост. Это то, на что будет направлено, нацелено ваше внимание в июне. Поэтому в целом месяц для вас весьма продуктивный и благоприятный. Вот такой получился у нас с вами прогноз на июнь, уважаемые львы. Я благодарю всех за просмотр. Буду рада и благодарна всем за обратную связь. До встречи с вами в новых видео.